Следующий вопрос от Корчемаха Михаила. В ходе встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент Владимир Путин объявил, что Россия выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с ними равноправный содержательный диалог по этой важнейшей тематике. И для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира, заявил президент. А пресс-служба Министерства обороны тут же выложила материалы, доказывающие, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора. Получается, что наши давно знали о планах США и просто давали партнерам поглубже завязанность во войне? Нет. Вопрос опять же в наших элитах. Вот у нас сегодня весь разговор вокруг элит идет. Что качество элит во времена Сталина, что качество элит во времена Брежнева, что сейчас. Современное качество элит, вот только что о сенаторах говорили. Да? Вот вы там неполную цитату привели из того, что сказал Путин. Ведь перед тем, как он сказал «подождем, пока наши партнеры созреют», он сказал «прошу, чтобы оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров». Вот о чем он сказал. Ведь почему мир просто катится бешеной скоростью в ядерную катастрофу, вот, военную катастрофу? Потому что Соединенные Штаты, уверенные в том, что подпиндосники здесь, в стране, у нас, в России, сделают все возможное, чтобы никакой ответки не прилетело ни Соединенным Штатам, ни в Европу, что вот эти подпиндосники, они здесь сдохнут во имя интересов Соединенных Штатов, но не допустят никакого ответа. У них эта уверенность есть, и она базируется на основе того, что есть генеральная линия российского государства, которую ведет президент, государь, и есть линия элит, которая с азартом участвует в задумке американской страновой элиты по созданию государственного переворота и развязывания гражданской войны в России. Вот пример Аршука. Они не понимают, что уже за этими пришли те же самые, что и сейчас давят американских страновиков в Соединенных Штатах, помогая Трампу. Это процессы примерно вот что за Арашуковым пришли, что против противников Трампа, выщелкивая одного за одним из властной обоймы. Это один и тот же процесс. Только у нас взяли совсем пешку, расходный материал, а чуть повыше фигуру, которая подпиндосник, который взял себе на работу в качестве вот этого барана, вот этих Арашуковых, вот, тот остался еще не под ударом. Но к нему приблизились вплотную и сказали: все, ты будешь следующий. Так вот, когда они видят американские страновые элиты, которые планировали, а вот эти планы против Советского Союза, это давние планы, как бы там ни надеялись на перестройку в Советском Союзе, на то, что советскую власть в стране можно будет в результате внутреннего предательства сокрушить Россию и расчленить ее, тем не менее американская страновая элита, глобальщики, другие страны мира, не только Соединенные Штаты, западного мира, они готовились к реальной войне против Советского Союза. И наработки этого есть. На основе этих наработок они и готовят эту войну. Война им нужна по двум причинам. Вот когда подпиндосники думают, что они уцелеют в результате вот этого всепоражающего молниеносного удара, они ошибаются. Еще раз говорю, они нужны только для одного, чтобы ответка не прилетела. А в России все должно быть зачищено, в том числе и предатели. Почему они должны быть зачищены? А потому что пока они здесь, значит, вроде бы государство не ожидает удара. И эти честно работают на то, что удара не будет. А вот если Соединенные Штаты им хоть что-то намекнут, что удар будет, они же на бизнес-джетах на своих разлетятся.
И тогда удар наносить по России нельзя. Потому что ответка прилетит. Не будет инструмента погашения вот этого ответного удара. Вот. Поэтому они все приговорены к уничтожению здесь. Но своим желанием договориться, сдать, они юлят, они ищут какие-то межведомственные контакты. Роскосмос, как же мы будем исследовать космос, если мы не будем за уши тянуть американцев? Да, они не смогли ничего, ни двигатели разработать, ни луноходы, марсоходы не умели разработать. Мы им все дали, но как же мы дальше-то будем исследовать, если мы за свой счет не будем накачивать их авторитет? Ведь все бараны же в мире думают, что и марсоход – это американское изобретение. Вот. Элиты, возглавляющие различные ведомства, находят возможности как-то маневрировать и искать. Есть такие же варианты и в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве обороны. Ключевые министерства по обеспечению безопасности страны и по обеспечению политики, проведения государственной политики в мире. Если эти два министерства прекращают всякие контакты, всякое инициирование переговоров с теми, кто угрожает будущему России, то это полностью множит на ноль все остальные министерства и ведомства, которые будут там делать ку перед американцами. Все. Они бесполезны. Без этих двух министерств ничего. То есть фактически Путин запретил вот эту деятельность, которая дает надежду американской страновой элите, что она может нанести удар, уничтожить Россию и население России, и при этом уцелеть сама в будущей войне. Путин уже предупреждал. Не смейте. Мы, конечно, умрем, но попадем в рай. А вот вы сдохнете. Они сдыхать не хотят. Поэтому нужны такие переговоры. Пока такие переговоры инициативно от Министерства иностранных дел, от Министерства обороны шли, под это дело можно было и другие переговоры вести. Нет этих переговоров, все. Американской страновой элите ловить в России нечего. А под пиндосником это государственная измена. Вот о чем идет речь. Вот главный посыл, который сделал Путин. Больше не будем договариваться никак, инициировать никак. Мы не будем своими действиями наращивать угрозу глобальной ядерной войны, в которой сгинет все человечество. С одной стороны, Путин запрещает переговоры сепаратные вот этих ведомств. С другой стороны, глобальщики приходят за теми, кто планирует государственный переворот в России. Все нормально идет.